сделайте такой укол, сделайте такой укол, гиалуронку, там еще что-то. Недостаток питательных веществ в крови – это глупость. И это не только в России, это во всем мире одно и то же. Забыли, что кости сами по себе не двигаются. Там все разрушено, там нету вообще суставной поверхности. Что лучше, пристрелить его и заменить его роботу? Вот как все решается. Но от врачей это тщательно все скрывают. Во всех странах мира артрозы лечат уколами и наполнением крови различными питательными веществами. Почему это происходит? А потому что элементарно просто. Потому что врачам рассказывают и поясняют, что артроз – это отсутствие питания суставного хряща, который выстилает суставную поверхность. Но почему вдруг он перестает питаться, никто не рассказывает. Соответственно, поскольку приносятся питательные вещества кровью, да, соответственно, чем занимается медицина? Наполняет кровь питательными веществами, которые должны улучшить питание артроза. И делают всевозможные уколы, которые тоже якобы улучшают питание артроза. Логично? Ну, если подходить с этой точки зрения, мне кажется, вполне логично. Но врачам именно так все это и преподают, именно так и рассказывают. И это не только в России, это во всем мире одно и то же. Но если копнуть немножко поглубже и понять, почему возникает артроз, то тогда вы поймете, что на самом деле лечить его гораздо проще, без всяких уколов, лекарств и таблеток, и тем более уж всевозможных операций по замене суставов. А в чем проблема? А проблема очень простая. Да, нарушается питание хряща. Почему оно нарушается? А нарушается потому, что хрящ – это мягкая ткань в зоне высокого давления. В суставе всегда высокое давление. А здесь выслано мягким хрящиком. И, соответственно, в этом хряще нету кровеносных сосудов. А питание приносится кровью, которая течет по кровеносным сосудам. Вот как все устроено. Но здесь сосудов нет. А как тогда питается хрящ? Элементарно просто. Хрящ – это губка, да? Мягкая. Когда вы губку сжимаете, она все из себя отдает. Когда вы растягиваете, она все в себя впитывает. Поэтому при движении хрящ сжимается, растягивается, сжимается, растягивается. Вот тогда есть питание хряща. А когда питание нарушается? В двух вариантах. Либо нет движения, человек обездвижен, например, да, лежит там парализованный в кровати. У него будет артроз обязательно через несколько месяцев, через год. Почему? Потому что нет движения. Это первый вариант, но более редкий. А более частый вариант, который практически у всех людей к определенному возрасту развивается, какой? Косточки встают в неправильное положение. Ну, например, если в коленном суставе там каждая выпуклость должна прийти на выемку в противоположной кости, да, и тогда полностью вся поверхность при движении сжалась, растянулась, сжалась, растянулась. А когда напрягается квадрицепс, передняя мышца передней поверхности бедра, косточки встают в неправильное положение. И тогда движение есть, а питания суставной поверхности нету. Вот и возникает артроз. Но врачам об этом никто не рассказывает. Они об этом не знают. Им в голову не приходит, что если артроз-то одного сустава, то недостаток питательных веществ в крови – это глупость. Остальным-то суставам этим питательных веществ хватает, а вот этому почему-то не хватает. И они не задумываются, не включают свою эту бестолковку, чтобы подумать, а почему конкретно тем хватает, а этим не хватает. А потому что здесь кости стоят неправильно. А почему врачи не задумываются, почему кости стоят неправильно? А потому что врачам никто про мышцы ничего не рассказывает. И они забыли совсем уже давным-давно, сдав анатомию в середине 2-го курса, забыли, что кости сами по себе не двигаются, они двигаются мышцами. И положение костей друг относительно друга зависит только от мышечного тонуса. И с течением жизни мы накапливаем эти самые забитые мышечные волокна, про которые мы с вами говорили, которые остаются вечно напряженными. Соответственно, и мышца остается вечно напряженной. И она перетягивает сустав на себя. И тогда ограничивается объем движения в суставе. Тогда нарушается конгруентность суставной поверхности и перестает питаться суставной хрящ. Возникает артроз. Но это еще не все.
Человека беспокоит не сам артроз. Сам артроз он видит тогда, когда пошел, сделал там КТ или МРТ сустава и увидел, что там артроз. Вот. А его беспокоит боль. А его беспокоит ограничение объема движения в суставе. А это все зависит не от суставной поверхности, не от кости. Это зависит от мышцы. Именно мышечное напряжение раздражает болевые рецепторы в этой мышце и дает боль в области сустава. Но болит не сустав, болит мышца. Именно вот эта напряженная мышца ограничивает объем движений в суставе. И, соответственно, дает вот этот показатель артроза. Но артроз – это следствие мышечного напряжения. Боль – это следствие мышечного напряжения. Ограничение объема движений – это следствие мышечного напряжения. Но мышцами у нас никто не занимается. Поэтому врачам этого никто ничего не рассказывал. И они не думают, что нужно просто-напросто взять и расслабить мышцу, которая ставит косточки в неправильное положение. Вот. А их учат чему? Сделайте такой укол, сделайте такой укол, гиалуронку, там еще что-то, там хондроитин сульфат влейте в кровь и так далее, и так далее. А потом, а если не помогает, уже старый артроз, уже там 4-й стадии, давайте оперировать, будем менять сустав. А зачем сустав менять? Он не виноват. И он не беспокоит. Беспокоит-то мышца напряженная. От того, что человек поставит вместо своего сустава искусственный, дело зачастую не меняется. У меня сколько пациентов, которые поменяли свои суставы, а так с болью и ходят. Почему? Да потому что не сустав боль-то дает, а мышца напряженная. И именно она приводит к проблемам сустава. А сколько я видел людей, у которых артроз тазобедренного сустава 4-й стадии, когда, казалось бы, все там вот на МРТ-снимке, там все разрушено, там нету вообще суставной поверхности. А человек не только ходит, он приседает и бегает совершенно спокойно, даже не хромая. Сколько я таких людей видел? А почему? А потому что то, что в суставе, никакой симптоматики не дает. Но врачи об этом не знают, им никто об этом не рассказал. Поэтому во всем мире эту суставную проблему артрозную лечат, убивая человека и убивая сустав. К сожалению, так. Система медицинская не хочет, чтобы врачи знали, что такое мышцы. Простите, но это факт. То есть получается, что уколы гиалуроновой кислоты, там, других каких-то веществ, наполнение крови питательными веществами не решают проблему вообще. Да, именно так оно все и получается. Эта проблема зависит, как я уже сказал, от мышечного тонуса. Восстановите мышечный тонус, и проблемы не будет. Опять-таки, мой любимый пример. Человек 3 года сидел в Освенциме, вышел оттуда, скелет ходячий, худой, да невозможно, кожа до кости. Да? Что лучше, пристрелить его и заменить его роботом, как и делает наша медицина, или все-таки, может быть, его накормить? Он что, не будет нормальным, если вы его накормите? Будет. То же самое и с суставом. Все проблемы суставные, все артрозные проблемы, артроз восстанавливается. Это живая ткань. И если она худая, забитая, артрозная, потому что вы ее не кормили, бог знает сколько лет, то можно ее накормить? Можно. Восстановите положение костей в суставе. И сустав при движении начнет питаться. И он восстановится. Но один нюанс. Функция восстановится быстро, боли уйдут быстро, ограничения движения уйдут быстро. А сама кость, поскольку она медленно растет, она медленно замещается, она восстановится. Но она восстановится через несколько лет. То есть проблема, то, что вас беспокоит, уйдет там за пару месяцев, а кость восстановится через несколько лет. Тоже восстановится. Вот как все решается. Но от врачей это тщательно все скрывают. Поделитесь в комментариях своим опытом. Ваши истории исцеления вдохновляют тысячи людей. Почему врачи так настойчиво предлагают заменять суставы и говорят, что это единственный выход? Элементарно просто, по 2 причинам. Потому что вот то, что я вам сейчас рассказал, до врачей не доносится. Они этого не знают. Их учат вот так, как я сначала рассказал. И они на самом деле искренне думают, что вот только так и никак иначе. Это первый вариант, первый ответ на вопрос. А второй ответ очень простой. Сейчас во всем мире уже давно, а в нашей стране с 1991 года все врачи обязаны работать по стандартам. И как в стандартах прописано, так врач и обязан лечить и обследовать больного. И у него нет абсолютно права изменить что-то. Если врач не выполняет то, что написано в стандарте, он теряет в зарплате, а потом его главный врач просто уволит.
Если он, потому что вся система тоже теряет в зарплате. Вот, к сожалению, вот это так устроено. Поэтому врач имеет право сделать только то, как прописано в стандарте. По-другому не имеет права, шаг ни вправо, ни влево, его накажут за это. Вот так система. Почему даже занятия по Бубновскому не всегда дают результат? А элементарно просто, потому что у Бубновского занятия в чем заключаются? Напряжение. Да? Да. Вы приходите, он сажает вас на тренажеры, и вы начинаете напрягаться. А проблема как раз заключается в том, что вы накопили вот эти перенапряженные мышечные волокна. Мышца уже забита. И надо, наоборот, сделать растяжку, расслабить эту мышцу и сделать ее работоспособной. Но когда человек ходит к Бубновскому, зачастую сначала у него получается результат хороший, положительный. Почему? А потому что, помните, мы говорили, что все спортсмены, пока занимаются спортом, у них все хорошо, у них проблем не возникает. У них проблемы возникают только тогда, когда они перестают заниматься спортом. Почему? А потому что вот эти забитые мышцы, забитые мышечные волокна начинают себя проявлять только после того, как человек перестает нагружать эту мышцу. Если мышца работала, в ней накопились вот эти волокна, вот, пока она работает, они не будут себя проявлять. Вот. А вот когда она станет меньше работать, меньше напрягаться, вот тогда вот эти все забитости проявятся. Вот та же самая система и у Бубновского тоже. Человек приходит к нему с больной забитой мышцей. Да? Бубновский сажает его на тренажер, и тот начинает опять эту мышцу качать. За неделю напряжений опять вот эти забитые волокна, да, проходят. Да, но после того, как человек перестал ходить к Бубновскому, вот, это опять все проявляется только в 10 раз хуже. Почему? Потому что опять то, что было забито, возвращается, и то, что вновь еще больше забилось, еще тоже добавляется к этому. Поэтому система вот такая. Поэтому я всегда говорю, что это бизнес. Да? Если вот у меня, например, я говорю, человек сам может сделать растяжки, я даю растяжки, делайте сами, ко мне ходить не обязательно. Вот, то у Бубновского, пока вы ходите на его тренажеры, платите ему там в 6 раз больше, чем стоят эти тренажеры в другом месте, да? Вот, то у вас все будет хорошо. Но как только вы перестали ходить, все то же самое, только в 10 раз хуже. И вам опять нужно идти на тренажеры к Бубновскому. Система, коммерция и ничего лишнего. Если у вас болят колени, на канале целый плейлист по восстановлению суставов. Ссылка в описании. Подпишитесь, чтобы метод не потерялся. Как человек прямо сейчас, не вставая с кресла, может проверить, что у него проблемы именно в мышцах? Очень сложно ответить на этот вопрос. Почему? Потому что человека беспокоит? Начинает беспокоить человека боль. Либо при движениях, либо там при каких-то поворотах, там еще что-то. Вот. А боль — это всегда, почти всегда проявление забитой мышцы. Потому что я говорил, что 95% болей — это мышечные боли, которые вызываются именно накоплением вот этих вечно напряженных мышечных волокон. Но это не 100%. Почему? Потому что может быть, например, воспалительный процесс. Да, может быть воспаление, например, сустава, вот, артрит, не артроз, а артрит, да, и тогда тоже будет боль, потому что там возникает отек при воспалении, воспаление сопровождается отеком, там возникает отек, и отек тоже на это накопление жидкости растягивает оболочки, как мы говорили, что зажатые мышцы сжимают оболочки, отек растягивает, соответственно, двойное напряжение, тоже будет боль, да. Поэтому вот так, не вставая с кресла, сказать, что у меня артроз, это глупость. Вот. Но можно сделать что? Можно попробовать сделать растяжку, и вы сразу же после растяжки почувствуете облегчение. Вот. Это уже четкий, совершенно однозначный показатель того, что у человека артроз. Вот я бы так поставил. Каким образом можно выполнить растяжку, после которой вы можете понять, что да, стало легче, значит, это артроз? Самая такая эффективная и наиболее такая показательная растяжка, наверное, это при болях в коленном суставе, растяжка передней поверхности бедра. Растяжка квадрицепса, мышцы передней поверхности бедра. Самый простой вариант, если нога еще пока нормально более-менее сгибается, самый простой вариант будет вот такой. Взять, согнуть в колени и подтянуть
пяточку вот так к попе, коленочку обязательно назад. И в такой вот позе постоять 2 минутки. Вот растягивается квадрицепс. Если нет возможности так сделать, то можно сделать немножко по-другому. Положить стопу на стол, вот, так, чтобы стопа лежала, а вы стояли рядом со столом, и попку вот так прогнуть вперед. Вот тоже тянется квадрицепс. Тоже 2-минутная растяжка. 2 минуты. И есть еще третий вариант растяжки квадрицепса для тех, у кого нога даже на стол не ложится. Можно взять обыкновенный стул, положить голень и коленочку поставить на стул, вот, и вот так тоже попку вытянуть вперед. Вот тоже тянется квадрицепс. Это для тех, у кого уже вообще почти не изгибается нога в коленке. Квадрицепс является мышцей напряжения, которой провоцирует боль в области коленного сустава и при длительном ее напряжении вызывает артроз коленного сустава, гонартроз. Вот, дорогие друзья, как вы эту проблему совершенно спокойно можете сами решить без лекарств и операций. Если напряжение есть, а артроза еще нет, то это повод задуматься над тем, что может ли он развиться. Обязательно. Именно так оно все и есть. То есть мы уже говорили вот буквально 5 минут назад, что именно мышечное напряжение приводит к болям, приводит к ограничению объема движения в суставе и приводит к артрозу. Поэтому, конечно, для того, чтобы, как вот мы говорили, что кость долго восстанавливается годами, да, точно так же она и разрушается тоже годами. Боль вы можете получить там за несколько упражнений, приседаете, например, да, перенапрягаете мышцу, получаете боль. Убрать ее тоже так же легко, достаточно быстро, несколькими растяжками. А вот артроз развивается медленно и долго, вот, и уходит точно так же долго и медленно. Но поскольку сам артроз — это вторичные изменения, связанные с мышечным напряжением, то, естественно, мышечное напряжение и приводит к его появлению. Вот. То есть, чтобы он не появился, нужно заранее расслабить мышцу, не дожидаясь, пока он появится. Вот и все. Дорогие друзья, артроз, вот то, о чем я вам говорил, и то, о чем говорят врачи, на самом деле это только одна очень небольшая часть из тех ошибок, которым учат наших врачей, ошибок нашей медицины. Вот. Я обо всем рассказываю в вебинарах. Поэтому, если вы хотите получить более широкую информацию, вот, пожалуйста, приходите ко мне на бесплатный вебинар. Я все вам расскажу, отвечу на все ваши вопросы и разберем все ваши проблемы. Ссылочка на вебинары в описании. Иногда люди смотрят мои видео, пытаются повторять вот эти растяжки, которые я показываю, но не получают результата. Какие ошибки они совершают? Ну, самая главная, основная ошибка, собственно, их две всего. Самая главная, основная, я всегда говорю, растяжки должны выполняться на расслаблении. Вот. К сожалению, почему-то очень часто люди пропускают вот это, что нужно расслабиться во время растяжки, и делают растяжки с напряжением. Вот. Тогда, естественно, они не просто не получат результат, а они получат обратный результат. Они получат большее напряжение и, соответственно, ухудшение ситуации. А как узнать, расслабились ли вы или все-таки не расслабляетесь и напрягаетесь? А элементарно просто. Если вы делаете растяжку на расслаблении, как положено, как должно быть, да, то тогда во время растяжки может быть больно в той мышце, которую вы растягиваете, а после того, как вы закончили выполнять растяжку, она не болит. А если вы напрягаетесь, вот, то после того, как вы растянули, закончили растяжку, мышца начинает болеть, которую вы растягивали. Вот это показатель того, что вы делали растяжку с точностью до наоборот. Вместо того, чтобы расслабиться, вы наоборот напрягались. Вот это одна из наиболее частых таких ошибок. И вторая ошибка, которая совершается, из-за которой вы можете не получить результата, это то, что вы мало делаете, недостаточно. Ну, например, человек напрягается 10 раз в день, да, а растяжечку делает 1 раз в день. Ну и что? Арифметика. 10 минус 1 будет 9. То есть вы будете просто меньше накапливать напряжение, но вы все равно не получите расслабление, вы получите напряжение. Поэтому принцип очень простой, что растяжек всегда должно быть больше, чем напряжение. Тогда вы получите результат без проблем.
В идеале, если вы делаете хотя бы раз 10 в день, только это не 10 раз подряд вот, там, в течение 15 минут, да, вот, в течение дня всего 10 раз делаете, то даже если вы хорошо сильно напрягаетесь, то все равно этого будет достаточно для того, чтобы за 2-3 месяца вы получили результат. Что главного вы должны унести из этого видео? Первое, что артроз это следствие напряжения мышцы. Что любой артроз не нужно лечить уколами, не нужно лечить там всевозможными инъекциями, таблетками и так далее. Артроз, и тем более операционным путем замены сустава, ни в коем случае. Любой артроз вы совершенно легко, спокойно за пару месяцев вылечите статическими мышечными растяжками, то есть расслаблением той мышцы, которая ставит косточки в суставе в неправильное положение. Ну, самый наиболее частый артроз коленного сустава — это всегда напряжение квадрицепса, мышцы передней поверхности бедра. И наиболее часто вот второй артроз, который бывает, это коксартроз, артроз тазобедренного сустава. Он вызывается напряжением ягодичной группы мышц. Соответственно, нужно расслаблять ягодичные мышцы. Вот элементарно просто. То, что вы должны понять, вынести из этого видео. Благодарю вас, друзья.